Это самый вкусный рецепт картошки. Такой легкой и хрустящей картошки вы еще не пробовали. Это вкуснее, чем жареная картошка, и я могла бы есть ее каждый день. Послушайте, как хрустит. Просто волшебная картошечка, а готовится быстро и просто. Рецепт и все ингредиенты я оставлю для вас в описании под видео. Натираю картошку на крупной терке. Натертую картошку отправляю в миску. И нам нужно залить картошку холодной водой, обычная вода из-под крана. Хорошо промываем картошку от крахмала. Можно поменять воду пару раз, чтобы хорошенечко вымыть крахмал из картофеля. Друзья, этот рецепт картошки получился настолько вкусным и настолько просто готовиться, я вам искренне рекомендую приготовить его самим и поделиться рецептом с вашими друзьями. Делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал, у меня для вас много простых, вкусных и интересных рецептов. Картошку я промыла, откидываю на сито, чтобы стекла лишняя вода. Разогреваю сковороду с растительным маслом. Отправляю картошку на разогретую сковороду и обжариваю буквально в течение 5 минут, чтобы она стала немножечко мягкой. Доводить ее до полной готовности не нужно. Картошку приправляю черным молотым перцем, а также по вкусу приправляю солью и добавлю немножко сладкой паприки. Вы сами можете добавить ваши любимые специи по своему вкусу. Все, картошку уже обжарили, как я уже говорила, буквально в течение 3-5 минут будет в самый раз. Снимаю картошку с огня и перекладываю в миску. Можно дать ей немножечко остыть, но это не обязательно. Остальные ингредиенты вы можете добавлять прямо в горячую картошку. А понадобится всего лишь крахмал. У меня кукурузный крахмал, здесь 4 столовых ложки. Хорошо смешиваю картошку с крахмалом до однородности. Вот такая масса должна получиться. Мне понадобится небольшая мисочка, пиалка. Я наполняю ее картошкой, у меня на одну пиалку уходит 2 столовых ложки. И хорошенько утрамбовываю. Переворачиваю, и получаются вот такие симпатичные горки из картофеля. Теперь при помощи любого кухонного инструмента, который найдется у вас под руками, придадим нашей картошке вот такую вот прямоугольную форму. Хорошенько подравниваем края со всех сторон, чтобы пирожки, наши картофельные оладьи, получились ровненькими и красивыми. Все готово, посмотрите, как быстро и просто, друзья. И я ставлю разогреваться сковородку с растительным маслом. Аккуратно беру наш картофельный пирожок и отправляю в горячее масло. Очень удобно жарить эти картофельные пирожки в большом количестве масла, чтобы они быстро и равномерно прожарились снаружи и внутри. В готовом виде пирожки получаются, друзья, просто супер вкусные и супер хрустящие. Просто обалденная хрустящая корочка и нежная мякоть внутри. Картошка полностью проготавливается, поэтому не бойтесь, готовьте, можете делать сразу же двойную порцию. Когда оладушки, картофельные пирожки зарумянятся с одной стороны, мы переворачиваем и обжариваем их с другой стороны до румяной корочки. А я отправляю жариться вторую партию. Из этого количества теста у меня получилось 6 больших картофельных пирожков. А я предлагаю приготовить очень вкусный традиционный соус к этим картофельным пирожкам. Я разогрела здесь столовую ложку, растопила сливочного масла, добавила столовую ложку муки, все перемешиваю и постепенно вливаю 1 стакан 250 мл молока. Нагреваю соус и довожу до загустения и до кипения. Посмотрите, вот такой однородный он получается. Приправляю соус по вкусу солью, черным перцем. Также можете добавить немного сладкой паприки и по желанию можете добавить немного сушеного чеснока. Получится очень вкусно. Хорошо перемешиваю и натираю небольшой кусочек сыра, буквально грамм 30-50 будет достаточно. Отправляю сыр в соус, еще раз перемешиваю.
И посмотрите, очень быстрый и вкусный сырный соус к нашим картофельным пирожкам уже полностью готов. Вот такая шикарная, гладкая, однородная консистенция, а вкус просто необыкновенный. Сырный-сырный, обязательно попробуйте. Посмотрите, какие хрустящие, вкусные, обалденные картофельные пирожки, друзья, у нас получились. Это такая вкуснятина. Я попробовала и не могла оторваться. Я готова есть эти пирожки каждый день. Подаем с соусом. Это очень-очень вкусно. Я действительно от всей души рекомендую вам приготовить. Теперь этот рецепт станет моим любимым. Я обязательно занесу его в мою любимую кулинарную тетрадку с самыми лучшими и вкусными рецептами. Делитесь рецептом с друзьями, готовьте на здоровье, а я желаю вам приятного аппетита, подписывайтесь на канал, пока-пока и до встречи в моем новом вкусном видео.